Разумеется, сейчас уже достаточно сложно кого-либо удивить странными привычками за столом разных национальностей. Для нас уже давно не секрет, что некоторые национальности предпочитают есть, сидя на полу и скрестив ноги. Или, например, едят руками. Или, например, едят деревянными палочками. Для нас это уже норма в современном мире. Однако сохраняются некоторые неочевидные привычки или неочевидное поведение за столом, которое характеризует некоторые национальности. Меня зовут Екатерина Артемьева, и я преподаватель русского языка для испаноговорящих. На данный момент я живу в Испании и со всей ясностью наблюдаю следующую картину. Мое поведение за столом немного отличается от того, как принято вести себя за столом в Испании. И, разумеется, эти темы я также обсуждаю со своими учениками из Латинской Америки. И мы тоже можем заметить некоторые отличия между ними, между моими учениками и моим поведением или поведением большого количества русскоговорящих людей. Итак, что же это за такие неочевидные привычки поведения за столом? Для начала надо сказать, что в России не очень принято ходить в бары, кафе и рестораны. То есть, конечно, разумеется, люди туда ходят, но не каждую неделю, и уж тем более не каждый вечер после работы, чтобы попить пиво и поболтать с друзьями. Я думаю, это обусловлено тем, что достаточно длительный период времени в России или в большей части России может быть холодно, чтобы быть в баре и находиться в зоне на улице около бара. Мне кажется, что именно нахождение в баре на улице делает такое времяпрепровождение привлекательным для испанцев или вообще для всех людей. И поэтому, я думаю, русские люди предпочитают своих друзей и знакомых звать в гости. У нас больше развита эта культура. Культура хождения в гости друг к другу. И теперь давайте представим, что вас позвал один русский в гости. Вы пришли к нему домой и давайте подумаем, а где вы будете сидеть и беседовать? Я практически уверена, что все вы представили, что он поведет вас в гостиную. Но это не так. Надо сказать, что в России, да, существуют гостиные, но очень часто они переделаны под спальни. Почему? Потому что русские люди предпочитают использовать пространство с большей пользой. И когда у тебя в квартире живет большая семья, намного логичней не делать гостиную, а сделать спальню,
чтобы еще один человек мог иметь свое личное пространство. Это во-первых. А во-вторых, у нас такая конструкция домов, что кухня не напоминает очень узенький коридор. Даже когда кухня совсем маленькая, там можно поместить маленький столик и кушать именно на кухне. Поэтому мы чаще всего, я бы сказала, практически всегда приглашаем своих гостей на кухню. Также кухня – это очень удобное место, чтобы проводить время с гостями, потому что есть доступ к еде. А у нас, у русских, есть такая традиция, можно сказать, есть такой пунктик. Когда к нам пришел человек, мы всегда предлагаем ему что-то поесть или хотя бы выпить чаю с печеньем, шоколадом или с бутербродами. Да-да, даже если он пришел всего на 5 минут, и это совсем не время для еды. То есть не время завтрака, обеда или ужина. Говоря о бутербродах, надо сказать, что наши бутерброды тоже немного отличаются. Или скорее бутерброды, которые мы обычно едим. В Испании как? В Испании бутерброд как выглядит? Хлеб, потом сюда кладут сыр, колбасу, что-то еще, и сверху закрывают другим куском хлеба. Это как сэндвич, да? Но в России обычно у нас внизу хлеб, сверху, да, колбаса, сыр, масло, что угодно. И сверху мы не кладем другой кусок хлеба. Для нас это немного странно. Зачем слишком много хлеба? Разумеется, сэндвичи у нас тоже есть. Бургеры, гамбургеры. Все это мы едим. Но дома, когда мы делаем бутерброды дома, чтобы их опять-таки есть дома, обычно бутерброд имеет такую конструкцию. Говоря о том, когда гости приходят не на 5 минут, а на подольше, и особенно, когда они приходят в какие-нибудь праздничные даты, тогда мы готовим безумное количество салатов. Да, есть и другая еда, и ее тоже достаточно много. Но это просто невозможно не приготовить хотя бы 3 салата для гостей. Поэтому у нас в России есть невообразимое количество разных салатных рецептов. Говоря про застолья с гостями в праздничные, предпраздничные или постпраздничные дни, необходимо упомянуть, что русские люди очень любят тосты. Тосты не в плане бутерброды или такой поджаренный хлеб. Тосты – это когда люди чокаются своими бокалами, но перед этим говорят разные вещи. Да, в Испании тоже могут говорить разные вещи, но обычно говорят короткие, маленькие фразы и все. И чаще всего не говорят. В России
Это может быть очень длинный, просто огромный тост, где человек рассказывает какую-нибудь философскую историю из жизни. Почему бы и нет? И только потом люди чокаются. Кстати, надо заметить, что когда человек говорит тост, обычно он встает. И когда он говорит, люди держат свои бокалы и его слушают. Потом чокаются и не ставят свой бокал или стакан на стол. Сразу пьют. И только после этого ставят на стол. Да, у нас, в отличие от Испании, не принято ставить бокалы или стаканы на стол после того, как мы чокнулись. Другой отличительной чертой русских людей, я думаю, это также присутствует в других странах, но мне говорили, что особо выражено в России, это доедать все, что есть у тебя на тарелке. Все, что ты сам себе положил, или то, что тебе положили. Если даже не хочешь, если даже в тебя просто не влезает, и ты думаешь, что сейчас ты просто разорвешься, все равно надо доесть. Если ты не доедаешь все, что было у тебя на тарелке, это выглядит не очень красиво, даже если тебе не нравится эта еда. Увы, ах. Возвращаясь к теме выпивки или скорее к теме напитков, тоже можно заметить одну безумно характерную черту русских людей. Мы во время еды практически не пьем. Это не касается темы алкогольных напитков, когда у нас застолье. Я имею в виду, когда мы просто завтракаем, обедаем или ужинаем. Например, испанцы всегда, когда едят, ставят стакан сока, газировки, воды. И когда едят, пьют, едят, пьют, едят, пьют, едят. Мы так не делаем. Если мы хотим пить, сначала мы пьем, потом мы едим. И после еды мы опять пьем. Воду, газировку, сок, неважно. Но во время еды как-то, когда я ем, я даже не задумываюсь о том, чтобы что-то выпить. И я думаю, именно поэтому, и кроме того, потому что нам просто нравится чай, после обеда через небольшое время у нас обязательно чаепитие. То есть мы пообедали, прошло 10-15 минут, и мы пьем чай. Здесь тоже достаточно интересная штукенция происходит. Когда мы пьем чай и в чай, например, кладем мед или сахар или что-либо, используя ложку, потом почему-то эту ложку мы не вынимаем и пьем с ложкой внутри. Говорят, что это тоже достаточно характерная особенность именно русскоговорящих людей. При этом, когда мы не пьем чай, а пьем, например, какие-то напитки, как колу, фанту, не знаю, что-нибудь такое, мы обычно в наши стаканы не добавляем лед. Если мы пьем что-нибудь в
ресторане, Макдональдсе и так далее, может быть. Может быть, нам туда добавляют без нашего на то желания. Это просто норма. Но когда мы дома, нам обычно даже в голову не приходит добавить в наш напиток лед. Например, про себя я могу сказать, что мне очень не нравится, когда в моем стакане находится лед. Да, когда напиток прохладный, это хорошо, но со льдом мне совсем не нравится. Думаю, на этом все. Комментируйте, вам понравилось видео? Вы раньше замечали такие черты поведения русских за столом? Может быть, вас что-то особенно удивило? Или, может быть, я что-то забыла упомянуть? Жду ваши комментарии, ответы и увидимся в следующем видео. Пока-пока!